Добрый день всем! Я рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня у нас будет интересный мастер-класс по плетению кружевного браслета в технике Фриволите Анкарс. Схема будет достаточно интересной, так как она плетется из отдельных элементов, а далее мы будем эти элементы дополнительно соединять между собой. Данный браслет может быть выполнен в двух оформлениях, и в конце вы увидите именно два разных варианта. Какой уже плести, это решать только вам. Если вам интересен этот мастер-класс, то давайте уже приступим к плетению. Итак, начинаем работу мы с выбора ниток. Я выбрала Ariana Vega номер 40, поэтому плести я буду в два сложения. Также нам понадобится два челнока, уже с готовыми намотанными нитями. Сейчас покажу вам схему, по которой мы будем плести. Вот такая схема, она несложная. Между собой мы потом будем скреплять колечки. Я покажу, где и как. Ну, давайте приступим. Для начала мы должны, как обычно, связать концы ниток. И первое колечко, которое мы начнем плести, это кольцо 8 пико 6. Не забываем, что в начале плетения мы также должны заправить кончики ниток. Сейчас, кстати, я уже по второму разу начинаю съемку, потому что я, оказывается, в первый раз, когда начала плести, я забыла включить камеру. Обнаружила я это уже тогда, когда сплела почти целый готовый мотив. Было, конечно, очень обидно, но что сделаешь? Отрезала, начинаю заново работу. Пико делайте не особо большими, среднего размера, потому что они у нас соединительные. Это не декоративные пико, которые нужно делать более длинными, чтобы их было заметно. Здесь мы делаем просто маленький пико. Колечко затягиваем после того, как доплетем. Следующее кольцо у нас будет 5 пико, 6 пико, 6 пико, 5. После первых 5 узелков мы должны будем выполнить соединение за пико, которое у нас есть на первом колечке. Сплели 5 узелков и аккуратно начинаем выполнять соединение. Далее доплетаем колечко по схеме до конца. Мне, кстати, постоянно задают вопросы, можно ли мои схемы использовать для, например, плетения не челноком, а иглой. Отвечу сразу, что можно. Любую схему можно адаптировать. Итак, следующее колечко у нас будет 6 пико 8. После первых 6 узелков мы делаем соединение за пико от предыдущего колечка. А далее доплетаем его до конца и затягиваем. Так, далее мы работу должны перевернуть. Меняем челноки местами и плетем дугу. Дуга у нас будет из 12 узлов. Не забываем, что у нас здесь также есть концы ниток, которые мы должны заправить. Дугу обязательно затягивайте хорошенько, потому что она у вас не должна быть такой слабенькой. Чем крепче вы ее затянете, тем ровнее у вас ляжет ваше изделие в конце. Далее мы работу снова переворачиваем и начинаем плести кольцо 16 пико 16. Вот посмотрите, 16 узелков я сплела. Далее я аккуратно ввожу крючок вот в это пико, который у нас есть на элементе. Выполняю соединение. И доплетаю еще 16 узлов. Вот что у вас должно получиться. Теперь мы плетем все то же самое, но только в зеркальном отражении. Не забываем также присоединиться к серединке при плетении колечка 5 пико, 6 пико, 6 пико, 5. Вот смотрите, я начинаю плести среднее колечко. Я сплела первых 5 узлов, далее я выполняю соединение, плету 6 узлов, а далее я буду выполнять соединение за вот это вот соединительное пико.
Далее вы плетете колечко до конца по предложенной мною схеме и замыкаете, прячете концы ниток, которые у вас останутся. Итак, вот такой мотив у вас должен получиться. Нам их понадобится 2 штуки, то есть вы плетете точно такой же. Вот посмотрите, что у вас в конце должно получиться. Вот такой мотив. Весь процесс плетения я решила не показывать, потому что он полностью идентичен предыдущему. Вот показываю вам сразу готовый результат. Просто не забудьте соединить в кольце 16 пико 16 еще дополнительно вот с вот этим мотивом. Все, а так ничего сложного. Ну что же, всего нам таких мотивов, как я и говорила, понадобится около 8-9 штук, в зависимости от того, какой длины браслет вы хотите. Плетем нужное нам количество элементов и начнем собирать браслет. Итак, мы сплели полностью все наши мотивы, теперь начнем собирать их. Точнее, они у нас почти собраны, нам их нужно только соединить между собой. Для этого мы будем плести колечки дополнительно вместе с дугами. Первым начнем мы плести колечко, которое будет соединять между собой первый и второй мотив. Первую часть мы начинаем соединять от самого бока, то есть от начала браслета. Вначале мы плетем 6 узлов. А далее будем соединяться. Соединять мы будем с боковой, вот этой вот частью, боковым колечком за основание. Аккуратно выполняем соединение, а далее плетем 5 узлов. Следите, чтобы у вас не было сильно заметно ваших стежков, точнее место соединения, потому что их может быть заметно. Все, колечко затягиваем. Далее мы начинаем плести дуги 16 пико 16. Выполняем соединение за основание колечка 16 пико 16. Далее плетем еще 16 узлов. А далее мы уже будем плести колечки, которые будут соединяться с браслетом у нас. Кольцо у нас будет идти 5, пико 1, пико 5. Вначале опять плетем 5 узлов. Далее выполняем соединение за основание колечка бокового. Плетем еще один узел. Далее подкладываем следующий мотив. И также соединяем его за боковое колечко, за основание бокового колечка точнее. И доплетаем еще 5 узлов. Ну что же, вот таким способом мы соединяем весь наш браслет. Последовательно, аккуратно. Соединяем весь браслет до конца. Ну что же, я наконец-таки закончила полностью плести свой браслет. Теперь, как и обещала, я покажу именно 2 варианта исполнения. Первый вариант – это просто взять и оставить такой кружевной. А второй вариант – это использовать вот такую вот ленту. Она может быть любого оттенка. Я покажу вам просто саму идею. Итак, мы переворачиваем работу наизнанку и начинаем аккуратно под вот этими большими колечками протаскивать ленту.
Кстати, ленту можно использовать также для того, чтобы завязывать, например, не делать никаких замочков, а просто завязывать на ленту. Ну что же, вот такой небольшой мастер-класс вы сегодня посмотрели. Если вам понравилось это видео, то не забывайте поставить мне пальчик вверх, а также подписывайтесь на канал. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока.